Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о рабыне, которая родила султану 12 детей за 13 лет. Наложницу привезли во дворец с простой рабыней. Она смогла покорить Мурата IV и родить ему 5 сыновей и 7 девочек. Наложницу звали Айше. Мурат родился в 1612 году. Отец Шехзаде был Ахмед I и Кюсем, она же его любимая наложница. Мурат зашел на трон в 11 лет. К сожалению, практически все время правления управляла Кюсем. В то время, когда юноша отошел от правления матери и пытался править сам, то все законы, которые он устанавливал, выполнялись ежесекундно. Конечно, это делалось не из-за великого уважения к султану, а из-за страха. Практически все сильно его боялись. Султан проявлял жестокость к народу, и его прозвали Мурат Кровавый. Если получше узнать о его личной жизни, то можно сказать: Мурат так и не смог сохранить своих сыновей. Все мальчики погибли. Историки утверждают, по записям того времени, его единственная наложница была Айше. Кто такая Айше? Девушку привезли во дворец в очень маленьком возрасте. Также неизвестно ее настоящее имя и год рождения. Можно только предположить – 1615 год. О ее происхождении и кем она была до того, как попала в гарем, тоже неизвестно. Можно сказать, что девушка смогла влюбить в себя султана примерно в 1627 году. История их любви началась после рождения первенца Ахмеда. Пара была еще очень молодой, султану было всего 15 лет. Он не занимался вопросами государства, так как за него это делала Кюсем. Мальчику необходимо было дать империи как можно больше наследников. У Мурата было много детей, но, к сожалению, ни один из сыновей не дожил до совершеннолетия. Когда Мурат уходил в другой мир, он хотел отдать империю крымскому хану, но у него это не получилось. За 13 лет, если судить по записям гаремной книги, у Айше было 12 детей. Следовательно, наложница могла рожать и двойню, и тройню. У Мурата с Айше было 5 сыновей и остальные девочки. Сыновья – Абдулхамид, Мехмед, Алаидин, Сулейман и Ахмед. Девочки – Ханзаде, Рукие, Исмихан, Софие, Хавса, Гевхерхан и Исмихан. Историки рассказывают, что только 4 дочери достигли совершеннолетия, и сама Кюсем их выдала за государственных деятелей. Какие взаимоотношения были у Мурата и его фаворитки? Предположительно, до конца правления султана Айше была не то что единственная, а самая любимая наложница султана. За несколько лет до смерти в исторических документах было упоминание о еще одной девушке. Ее имя – Санавбер. Она была привезена во дворец в 1628 году. Что касается характера Айше, то можно смело говорить о том, что он был спокойный и очень уравновешенный, так как, учитывая, каким был Мурат, его жестокость и хладнокровность и пристрастие к алкоголю, он бы просто не ужился с другой женщиной. Да и мать Мурата сразу бы избавилась от девушки, если бы увидела хоть каплю угрозы с ее стороны. Хотя, если встать на место Айше, то ее поведение можно было бы понять, так как девушка хотела хорошей судьбы себе и своим детям и не рисковала ссорить с Мурадом и его матерью. Погиб Мурат в 1640 году. Правитель прожил 27 лет. Он погиб от 2-недельной лихорадки из-за цирроза печени. Девушка еще жила после ухода Мурата приблизительно 40 лет. Когда умер султан, Айше отправили во дворец плача. Там она и доживала свой век. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы не пропустить наши новые интересные видео.